Привет, уважаемым алгебраистам! Будем считать, что сегодня на канале День алгебраиста. Вот такое симпатичное уравнение нужно решить в целых числах. То есть требуется найти все пары целых чисел, которые подходят в это уравнение. И если даже вы устно найдете какие-то пары, вам придется доказать, что других решений целых нет. Итак, внимание! Когда-то давно, когда я был олимпиадным тренером, я вез команду олимпиадников, школьников на, по-моему, на областную олимпиаду. Я привез, и там в 8 классе попалось вот такое уравнение. И я даже помню, моя ученица Раиса Пылаева решила это уравнение каким-то своим способом. И жюри очень восторгалось ее решением. Она рассмотрела разности кубов соседних целых чисел и доказала, что это последовательность возрастающая путем методом мат-индукции, и нашла какие-то решения, и тем самым доказала, что других нет. Но я ругался на нее после Олимпиады на разборе и говорил: ну как так, Раиса, мы 100 раз его решали. Нужно решать стандартным способом было. А какой стандартный способ? Разложим левую часть на множители. Разность кубов раскладывается на разность чисел, умноженную на неполный квадрат суммы этих чисел. Х в квадрате плюс xy плюс y в квадрате равно 37. Что мы видим? В левой части произведение двух целых множителей. Ведь x минус y, разность целых чисел, целое число, и в скобках, во-вторых, тоже целое число. Таким образом, правую часть тоже нужно разложить на два целых множителя. Здесь нам крупно везет, 37 простое число, и тогда оно легко раскладывается, совершенно небольшим числом вариантов на два множителя. 1 на 37, 37 на 1. Это положительные, натуральные числа. И может быть минус 1 и минус 37. Вот первый множитель минус 1, второй минус 37. Либо минус 37 умножить на минус единицу. И фактически нам нужно рассмотреть 4 системы, которые получится, решить их, и мы получим ответ. Я уже набрал эти системы для упрощения. Буду сдвигать, не знаю, насколько это удобно для вас, но все-таки мой почерк и описки, конечно, меня напрягают, может быть, и вас. Но давайте следить, что получается. Вот я записал. Первая система, смотрим. Разность чисел, то есть первое число x минус y равно единице, а второе число 37. Я преобразую вот это выражение каким образом? Напишу x минус y в квадрате плюс 3xy. Действительно, если возвести в квадрат, получим квадрат первого минус удвоенное первого на второе, плюс квадрат второго числа. Минус 2xy плюс 3xy как раз и дадут xy, которое было ранее. Ну а зачем я это сделал? Чтобы вместо x минус y подставить единичку. Подставив единичку, получим вот такое уравнение. Перенеся единичку вправо, там 36 делим на 3, и получается xy равно 12. Ну, а теперь мы заменим y из первого уравнения системы. Y равен x минус 1, и получается вот такое уравнение. В конце концов приходим к квадратному уравнению, где по теореме Виета обратной находим корни. Ну, какие здесь корни будут? Минус 3 и 4, по-моему, да, минус 3 и 4. Все, произведение корней равно минус 12, а сумма второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком. То есть х первое равно минус 3, а х второе равно 4. Ну, вот теперь совершенно легко из вот этого первого уравнения системы находим, что y первое будет равно минус 3 минус 1 минус 4, а y второе будет равно 4 минус 1, 3. Таким образом, у нас есть две пары, ребята. 4 и 3. Можно проверить. И минус 3 и минус 4. Все, мы нашли. Но на этом нельзя останавливаться. Нужно доказать, что других пар нет. Вдруг есть еще какие-то пары целых чисел. Ну что ж, давайте я сдвину эту штуку. Так, так. И, возможно, я даже уберу первое уравнение всей системы, да? Давайте посмотрим, уберется оно у меня или нет. Точно убирается. Дальше я стираю. Я стираю здесь стиркой. Я говорю стирка, но многие говорят резинка. Ну, я думаю, это ничего не меняет. Все, уберу лишнее.
У нас есть две пары, и это хорошо. Теперь мы рассматриваем вариант, когда первое число 37, а второе число у нас единица. Вот x минус y 37, а второе единица. Вообще говоря, можно попытаться доказать, что x минус y в целых числах меньше, чем x в квадрате плюс xy плюс y в квадрате. Возможно, этого нельзя доказать, но вы попробуете. Решаем. Значит, заменяем x минус y на 37. Получается 37 в квадрате плюс 3xy равно единице. 37 переношу вправо и применяю формулу разности квадратов, раскладываю на множители. Тогда получается единица минус 37 – это минус 36, верно? И оно сокращается с моей троечкой. Получается x и y в левой части, в правой минус 12 умноженное на 38. Ну что, теперь требуется замена. Вместо y я пишу x минус 37. И вот что я получаю? X умножить на x минус 37 равно минус 12 на 38. Получаю квадратное уравнение. X в квадрате минус 37x плюс 12 на 38 равно нулю. Такое приличное. Дискриминант еще b в квадрате минус 4ac. Ну, напишу так, что минус 37 в квадрате. Можно было написать плюс 37, это то же самое. И минус 4ac. А единичка, ac 12,38. И посмотрите. Здесь в левой части будет 37 на 37 первым уменьшаемым, а здесь будет 4 на 12, 48 на 38. 48 на 38. Явно это больше, чем 37 на 37, значит, дискриминант отрицательный. Значит, в целых числах, в z, эта система решений не имеет. Ну, здорово, да? Я тогда все это сотру, чтобы не мешало. Уже удалять не буду. Остались еще две системы с отрицательными этими нашими множителями. Ну что ж, давайте посмотрим. Хотя всем уже все понятно, но интересно, чем это кончится. Проще будет или нет. Вот для отрицательных. Для отрицательных чисел что я получаю? X минус y равно минус единица. И второй множитель минус 37. Ну, заменяю. Минус единичку на x минус y получается минус 1 в квадрате плюс 3xy равно минус 37. В результате 3xy равно минус 38. Это второе уравнение. И посмотрите, xy будет равно минус 38, деленное на 3. То есть не будет целым числом. А x и y целые, значит, произведение целое. Все. Эта система в целых числах решения не имеет. Можно даже написать, что минус 38 не кратно 3, не равно 3k. А в левой части 3xy кратно 3 равно 3t. Все, значит, здесь в z решений система не имеет. Ну и что? И последнее осталось, когда у нас первое число равно минус 37, а второе минус единица. Здесь тоже все довольно просто. Подставив минус 37 вот сюда, мы получим минус 37 в квадрате плюс 3xy равно минус единице. 37 в квадрате – это 1369, 1369. Переносим вправо с минусом. Получается в правой части минус 370. Ну, сумма цифр не кратно 3, значит, и все число не кратно 3. А в левой части стоит число кратное 3. Значит, эта система тоже в z решении не имеет. И у нас ответ единственный получился. Ну, как единственный? Единственное от решения первой системы. То есть два решения имеет это уравнение. 4,3 можно подставить и минус 3, минус 4. Если даже вы скажете, что я за 5 секунд решил подбором, то вам обязательно нужно доказать, что других решений нет. Других решений нет. Иначе ваши решения не зачтут. Даже 0,5 балла не поставят. В качестве домашней задачи предлагаю потренироваться, особенно если вы школьник. Х в кубе минус y в кубе равно 65. 65 не является простым числом, и вам здесь будет посложнее. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.